Это видео для канала Артура Пасека. После того, как я побывал на пасеке у Артура, то мне захотелось попробовать себя в роли пчеловода. Но в роли пчеловода это громко сказано. Вот я взял старую рейловку, отреставрировал ее и установил на яблоне. Все. Артур, привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 21 мая. У нас прошли дождики. И может быть еще даже по прогнозам вроде как заканчивается, но там посмотрим. Похолодало немного, температура так просела. Сегодня где-то градусов 15 до 20 тепла. Сейчас хочу посмотреть отводки. У меня уже 2 отводка. В одних должна уже была выйти матка, ну или со дня на день. Покажу вам, как я сеял фацелию, как раз в аккурат перед дождями. Вот. Всходы покажу с фацелии. Ну и в основном так вот. Готовлю видео про раи. То есть жду, пока они уже поймаются. Рад всех приветствовать на канале Артура Пасека. Поехали. Так. Этот отводок делался 2 мая. Сегодня, как я уже сказал, 21 мая. То есть, по идее, маточка уже должна была выйти. Вот, здесь красиво. Добрый вечер. Не знаю, видно или нет, рамочка уже знатно с одной стороны залита. Вот. Очень хорошо видно напрыск. Так, пчелки сидят спокойненькие. Даже если матка вышла, я думаю, я ее могу не найти, потому как матка молодая. Еще в размере, я думаю, не сильно будет очень отличаться от обычных рабочих пчел. Девки тут нормально вроде все. Правда, очень миролюбивые. Хорошие. Не видно здесь. На этой рамке как раз были у меня маточники. Надо посмотреть внимательно. Так. Здесь не видно. Одной из белых рамочек. Так, походу матка вышла, нет, надо ее смотреть. Это уже маточников. Разобранную ногу. Мисочки есть. Так. В принципе, семья себя ведет очень спокойно. То есть, я думаю, матка уже есть по-любому, потому что маточников уже нету. Маточников нету. Но пчелки работают. Устраивают. Все спокойно. Как в мультике.
Багдаде все спокойно. Ладно, не будем их беспокоить. Надо будет сюда наведаться теперь. Если матка вышла на днях, то через 10 дней она должна начать сеять. Делать опыт, но тоже в зависимости от погодных условий. То есть в данный момент у нас идут дождики. То есть если она вышла в период, когда шли дожди, то она еще однозначно не облетелась. Будем ждать. Ничего нам больше не остается. Так. Растет вот моя фацелия разновозрастная. Есть вот такая уже. Крупненькая, что уже похожая на цветочек тут даже. Есть вот такая маленькая. Есть совсем маленькая. Есть такой осот. Вредитель. Вот он. Осот, кажется, называется, если я не ошибаюсь. Если она его в росте перепрыгнет, на что я всячески надеюсь, она его забьет. Так, сейчас будем сеять фацелию. Вот у меня 3-литровая ведерко песочка. Песочек влажненький. И вот семена фацелии. Так, развожу я это все дело вот таким вот способом нехитрым. Высыпаем сюда песочек. Так, и... Так, сейчас одну секунду я отмеряю семена и продолжим съемку. Так, получается здесь чуть больше полуведерка. Высыпаем это все в одну емкость и аккуратненько перемешиваем до однородной массы. Здравствуйте, дорогие друзья! Артура Пасека на связи. Так, мы сейчас находимся с вами на огороде. И сейчас я вам покажу один из самых примитивных способов посева фацелии. Что нам для этого надо? Собственно, желание посеять фацелию, обычная барана и ведро с семенами. Так что поехали! Так, ну что, дорогие друзья, засев третий, завершающий, подошел к концу. Это уже утро следующего дня. Вот вчера была засеяна вот эта вся площадь. Да. В третий заход я его засеял. То
То есть планирую, что оно зацветет на конец июня, как раз на основной медосбор. Вот как-то так. Сейчас вам покажу предыдущих 2 засева. Так, вот это вот, я не знаю, здесь метров 7, наверное, это второй. И вот всходы уже первого засева. Здесь было килограмм я засеивал. Здесь килограмма 1,5, наверное, семян легло. Пробовали сеять сеялочкой. Вот четко видно рядочек. Густо очень получается и неудобно. Сеялка вот эта механическая, современная, с колесиками. Мне кажется, от руки лучше. Вот, если обратите внимание, тут есть кучками, ну есть вот одиночные экземпляры. И они так по всей площади идут. А потом, если посмотрим сюда, у меня падалищная фацелия. Видите, она поднимается кустиком, ну вот она маленькая. В прошлом году она где-то доходила, ну, почти в колено. И тут уже, видите, у меня почти цветочки уже скоро будут. Вот. И она потом закрывает это все. Получается неплохая плантация. Так. Ну, на этом все. Всем успехов. С вами был Артур на канале Артура Пасека. До новых встреч. Пока-пока.